Может ли братская связь, строившаяся более 10 лет, быть разрушена всего лишь одной гневной ночью? Узнайте горькую правду об инциденте с матерью Чингука и Тэйона здесь. Предательство или чрезмерная опека? Не пропустите последние новости этого эксклюзивного расследования. Обязательно оставляйте свои теории в комментариях. Нажмите кнопку «Нравится», если хотите, чтобы правда раскрылась в ближайшее время, и подпишитесь, чтобы не пропустить ни одной важной детали скандала, потрясшего индустрию развлечений. Вы когда-нибудь представляли себе момент, когда мир, казалось, остановился? Не из-за ликования миллионов фанатов на великолепном стадионе, а из-за громких пощечин, эхом разносившихся по тихому переулку, который должен был быть безопасным местом для звезд. Что бы вы сделали, если бы увидели, как человек, которого вы больше всего уважаете, в приступе неуправляемой ярости нападает на вашего лучшего друга? В ту ночь в роскошном жилом комплексе в районе Ханнам-Дон, обычно являющемся символом спокойствия и уединения, завеса совершенства была насильно приподнята, оставив рану, которая, возможно, никогда не заживет. Напряжение, бережно хранившееся за улыбкой перед камерой, наконец выплеснулось наружу, затронув фигуру, считавшуюся самой спокойной и заботливой, а именно мать золотого магнита Чингука. Однако что именно вызвало гнев? И почему Ким Тён, известная своей близостью к семье Чингук, стала мишенью такой личной атаки? Все началось с запланированного уединенного семейного собрания в эксклюзивном ресторане, доступном только элите. Атмосфера, изначально теплая благодаря успокаивающему аромату чая и приглушенному освещению, создававшему ощущение интимности, внезапно накалилась, когда мать Чингука вошла в комнату торопливыми шагами и с взглядом, который нельзя было описать иначе, как гневом. Дежурный персонал сообщил, что почувствовал пронизывающий холод, как только открылись раздвижные двери. Никаких любезностей, никаких теплых приветствий, обычно характерных для женщин средних лет. Ее взгляд был сосредоточен только на одном – Ким Тёне, который тихо сидел, потягивая свой напиток. Последовавшая тишина была удушающей, словно кислород в комнате был насильно выкачан, и все присутствующие задыхались, ожидая объяснений. То, что произошло дальше, кажется сценой из самой трагической драмы, когда-либо написанной. Но это суровая реальность, которая разворачивается на глазах у самого Чингука. Мать Чингука подошла к Тёну с дрожащими руками. Не от страха, а из-за переполнявших ее эмоций. Одним резким движением, которое никто не успел предвидеть, прозвучало обвинение, сопровождаемое физическим контактом, который шокировал всех присутствующих. Главный вопрос не только в том, почему произошло нападение, но и в том, какую тайну хранил Тён, которая спровоцировала такую бурную реакцию у человека, который обычно любил его так же сильно, как собственного сына. Было ли нарушено обещание, или это было связано с важным решением, принятым за кулисами менеджмента, которое могло навсегда изменить их карьерный путь? Настоящие сюрпризы на этом не заканчиваются. Когда все думали, что Чингук скоро расстанется или, по крайней мере, в панике встанет на защиту своего лучшего друга, реакция человека, родившегося в 1997 году, заставила волосы встать дыбом. Чингук не кричал. Он не плакал. И он не стал сразу же разнимать их. Вместо этого он просто молча сидел в кресле с пустым, но острым взглядом, как будто предвидел надвигающуюся бурю. Или, возможно, он сам косвенно впустил бурю в комнату. Молчание Чингука посреди хаоса было загадкой, гораздо более ужасающей, чем само физическое нападение. Почему он выглядит таким холодным? Это форма разочарования, достигшая своего пика? Или он хочет передать какое-то скрытое послание своим молчанием? Очевидцы на месте происшествия описывали, как Тэйон просто склонил голову, принимая каждое язвительное слово, произнесенное матерью Чингука, без малейшего сопротивления. В тот момент во взгляде Тэйона промелькнула какая-то мысль. Глубокое чувство вины, или, возможно, жертва, которую он не хотел объяснять миру. Обычно тихий голос Чингука теперь звучал хрипло от эмоции, когда он говорил о будущем, упущенных возможностях и предательстве доверия. Эти слова, казалось, указывали на то, что дело было гораздо серьезнее, чем просто личный спор. Речь шла об основании империи,
который находится под угрозой краха изнутри из-за одного неверного шуга, сделанного одним из ее главных столпов. Напряжение в комнате достигло точки кипения, когда мать Чингука наконец перестала кричать и просто стояла, тяжело дыша. Именно тогда Чингук наконец встал со стула. Все взгляды были прикованы к нему, ожидая, какие слова он произнесет, чтобы разрядить ситуацию или, возможно, подлить масло в уже бушующий огонь. Однако шаг, предпринятый Джу Чингук, совершенно не оправдал ожиданий. Он не подошел к матери, чтобы утешить ее, и не подошел к Тэйону, чтобы утешить его. Вместо этого он подошел к большому окну с видом на сверкающие огни Сеула, повернулся спиной ко всем присутствующим и произнес короткую фразу, которая еще больше накалила атмосферу. «Итак, вот какой финал вы выбрали». Риторический вопрос повис в воздухе, создавая огромную психологическую нагрузку для всех, кто его услышал. Что означает слово «финал» в предложении Чингука? Это конец группы, которую они любят, конец их дружбы или конец секрета, который они хранили ценой своих жизней? Эмоции в комнате сменились от чистого гнева до глубокой печали. Мать Чингука начала рыдать, но не от сожаления, а от боли матери, которая чувствовала, что ее мир разрушен из-за решений людей, которых она любила. С другой стороны, Тэйон наконец поднял лицо, обнажив покрасневшие глаза не от гнева, а от бремени, которое, казалось, было слишком тяжелым для него, чтобы нести его в одиночку все это время. Среди инсайдеров индустрии начали появляться предположения. Многие подозревают, что эти нападки связаны с личными контрактами, которые интенсивно обсуждаются за кулисами. Ходят слухи, что Тэйон принял решение, которое косвенно негативно повлияет на будущее положение Чингука, или, возможно, наоборот. Однако, учитывая их близость все это время, трудно поверить, что материальные мотивы были главной причиной. На кону стоит что-то более личное, что-то, затрагивающее сферу семьи и чести. Может быть, дело в давнем обещании, которое сейчас нарушается самым болезненным образом. Чингук, обычно известный как жизнерадостный и энергичный человек, в тот вечер выглядел как совершенно чужой. Эта внезапная трансформация его характера стала глубоким шоком для всех, кто его знал. Его шокирующая реакция, кажущееся преднамеренное безразличие, говорит о гораздо более глубоких ранах, которые еще не были раскрыты публике. Словно он наказывал их, позволяя им столкнуться с последствиями своих действий без его вмешательства. Это не просто обычная семейная ссора. Это начало новой главы, полной неопределенности и потенциальной разрушительной силы. Всю ночь не было сказано ни единого слова извинения. Атмосфера была наполнена лишь сдержанными рыданиями и тяжелым дыханием. За дверью мир продолжал жить своей жизнью. Фанаты продолжали отправлять сообщения любви в социальных сетях, не подозревая, что в этой комнате их герой лишь тень. С течением времени сюрпризы сменяли друг друга, но окончательный ответ по-прежнему хранился за запертой дверью. Каждая секунда казалась обратным отсчетом до важного объявления, которое могло потрясти международную сцену. Вскоре после инцидента некоторые близкие люди начали замечать значительные изменения в динамике их работы. Тэйон, который обычно находится рядом с Чингуком, теперь, кажется, держится на очень большом расстоянии. В его поведении чувствуется неловкость, которую не может скрыть даже профессионализм. Люди начали задаваться вопросом, какие подсказки можно сделать из их поведения на публике. После той кровавой ночи, почему Чингук предпочитает проводить время в студии один, вместо того, чтобы, как обычно, общаться с другими участниками. И самое главное, где сейчас мать Чингука после инцидента? Ей вводят успокоительное или она готовится к более радикальным мерам? Это эмоциональное напряжение буквально истощает силы каждого, кто за ним следит. Речь уже не идет о том, кто прав, а кто виноват, а о том, как, казалось бы, нерушимые отношения могут рухнуть из-за одной искры, которая долгое время таилась в воздухе. Интерес публики усилился, когда в некоторые онлайн-платформы начали анонимно просачиваться загадочные фотографии с камер видеонаблюдения, показывающие выражение лица Чингука, резко контрастирующее с его публичным образом. На фотографиях он выглядит как человек, несущий на своих плечах бремя всего мира, с взглядом, полным разочарования и подавленного гнева.
Может ли это быть более масштабным заговором, в котором участвуют стороны, стремящиеся разрушить их единство? Или это чисто внутрисемейное дело, которое никогда не должно было выйти наружу? Безусловно, шокирующая реакция Чингука дала понять, что в этом конфликте никто не застрахован. Он установил новую границу, черту, которую никто не должен переступать, включая ни собственную мать, ни своего лучшего друга. Его решение оставаться молчаливым и беспристрастным стало самым смертоносным оружием в этом конфликте, поскольку молчание Чингука было отражением самого разрушительного внутреннего смятения. Первый акт настоящей драмы завершается душераздирающей сценой. Тэйон выходит из комнаты дрожащими шагами, оставляя Чингука стоять перед окном. Ни прощания, ни последнего взгляда. Была лишь оглушительная тишина и запах напряжения, все еще витающий в воздухе. Воздух. Теперь публика может лишь затаить дыхание, гадая, что произойдет завтра утром, когда взойдет солнце. Будут ли какие-либо официальные разъяснения? Или это только начало серии последующих взрывов, которые уничтожат все без следа? Большая тайна, вызвавшая гнев матери Чингука, остается большим знаком вопроса, требующим немедленных ответов, и мир не готов к тому, что откроется дальше. Когда рассвет озаряет туманный горизонт Сеула, внешний мир все еще спит в мирном неведении, совершенно не подозревая, что основы крупнейшего сегодня глобального поп-феномена только что были потрясены эмоциональным тектоническим землетрясением. Вопрос, который теперь преследует каждый уголок коридоров агентств и закрытых залов заседаний, заключается в том, как долго может скрываться тайна такого масштаба, прежде чем запах предательства почувствуют миллионы глаз по всему миру. Если предыдущая ночь была наполнена спонтанными вспышками гнева, то сегодняшнее утро — это гораздо более смертоносное молчание. Молчание, навязанное строгими юридическими контрактами и невысказанными угрозами. Однако, может ли юридический документ заглушить боль, исходящую из обычно сияющих глаз Ким Тэйона? Или ослабить холодную ауру, которая теперь окутывает Чон Чингука, словно нескончаемый зимний туман? Самым большим сюрпризом стало сообщение инсайдера о том, что после того, как Тэйон покинул комнату, Чингук вообще не пытался связаться со своим лучшим другом. Не было ни коротких сообщений, ни экстренных звонков, ни попыток преодолеть внезапно образовавшуюся пропасть между ними. Эта крайне необычная реакция породила еще более мрачные предположения. Действительно ли Чингук на стороне своей матери в этом конфликте? Или он играет в гораздо более сложную психологическую игру, где его молчание — это объявление войны всем вовлеченным сторонам? Публика может знать Чингука как сострадательного и эмоционального человека, но за закрытыми дверями в ту ночь он показал сторону золотого магнита, которая никогда прежде не была видна. Человека, который смог полностью подавить свои эмоции ради дела, известного только ему самому. На поверхности начали появляться небольшие зацепки, словно хлебные крошки, специально оставленные для тех, кто достаточно внимателен, чтобы их заметить. Некоторые сотрудники агентства заметили, что индивидуальные графики репетиций Чингука и Тэйона внезапно резко изменились, так что они никогда не оказывались в одном здании одновременно. Это было не просто совпадение. Это была систематическая попытка предотвратить вторую конфронтацию, которая могла бы закончиться более трагично. Почему агентство так паникует, если это всего лишь обычное семейное дело? Есть ли какие-либо другие более откровенные записи с камер видеонаблюдения, которые обсуждаются за кулисами? Если правда, что мать Чингука совершила физическое насилие, то юридические последствия могут стать кошмаром для репутации. Но почему Тэйон предпочел молчать на 1000 языков, как будто он заслужил такое обращение? С другой стороны, мать Чингука, которая редко появляется на публике, но пользуется большим уважением у поклонников, теперь находится в центре этого теневого расследования. Что может заставить мать, известную своей нежностью и всегда поддерживающую карьеру своего ребенка, внезапно превратиться в агрессивную фигуру? Среди наблюдателей в индустрии возникла очень тревожная теория о том, что нападение было спровоцировано обнаружением секретного документа или разговора, касающегося будущего Чингука, который был преднамеренно сорван Тэйоном ради его личных амбиций. Однако правда ли, что Тэйон, известный своей искренностью, способен на такой жестокий поступок?
Или это большое недоразумение, спланированное третьей стороной, чтобы расколоть самый сильный союз в мировой музыкальной индустрии? Напряжение усилилось, когда одна из личных помощниц Чингука была замечена выходящей из известной юридической фирмы в Каннами с толстой запечатанной папкой. Готовит ли Чингук юридическую защиту для своей матери? Или он готовит документы, чтобы профессионально дистанцироваться от круга, причинившего ему боль? Любопытство публики было подогрето, когда Тэйон выложил в свой аккаунт в социальных сетях черно-белую фотографию без подписи, просто снимок тени, стоящей посреди темноты. Для тех, кто понимает язык жестов, скрывающийся за каждой публикацией айдола, это сдержанный крик о помощи, подтверждение того, что раны, полученные им не только физически, но и морально, разорвали его душу на части. Что чувствует фанат, зная, что смех, который он видит на экране, это всего лишь маска, скрывающая невообразимые страдания. Вот кликбейт реальности, чтобы разобраться с этим. Под блеском сценических огней скрывается человеческая драма, полная ревности, давления со стороны семьи и предательства. Риторический вопрос: действительно ли мы любим их как людей, или мы любим только ту иллюзию, которую они создают? Когда иллюзия рушится из-за нападения матери на лучшего друга своего сына, кто здесь на самом деле жертва? Чингук, зажатый между кровью и любовью? Ялти. Или этот Айонг потерял то место, которое считал семьей?